Биткоин поставил новый исторический рекорд. Что повлияло на рост первой криптовалюты и почему биткоин не смог удержаться на пике? Какие российские компании попали в черный список США и в чем обвиняется известный среди криптоинвесторов бизнесмен Сергей Менделеев? Как провели атаку 51% на блокчейн Monero? Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске Bits Media. В четверг, 11 августа, биткоин обновил исторический максимум, преодолев на некоторых биржах 124 474 доллара. С начала года курс биткоина вырос на 20%, а капитализация превысила 2 триллиона 420 миллиардов долларов. Это примерно 60% всего крипторынка. Бычьи настроения трейдеров подпитывают спекуляции о возможном снижении ставок по кредитам США и высокий спрос крупных инвесторов. Приток капитала в спотовые биржевые фонды ETF на биткоин наблюдается уже вторую неделю подряд и за последние 7 дней составил 547 миллионов 810 тысяч долларов. Впрочем, задержаться на достигнутом историческом максимуме биткоину не удалось. Сейчас он торгуется на уровне 118 тысяч долларов. Падение связано с новыми данными об инфляции в США. Годовой показатель в июле вырос на 2,7%, оставшись неизменным в сравнении с июньским. Еще одной причиной коррекции биткоина стали заявления министра финансов США Скотта Бессента. Сначала он заявил, что США не будут покупать биткоин, а позднее пояснил, что Минфин рассмотрит варианты приобретения биткоина без траты денег госбюджета. Представители криптоиндустрии сочли заявления Бессента противоречащими первоначальным заявлениям Дональда Трампа о создании госкрипторезерва. Между тем, аналитики компании Satoshi Action Education прогнозируют, что к апрелю 2036 года курс биткоина превысит 4 миллиона 810 тысяч долларов, и вероятность этого 75%. В ряде сценариев через 10 лет курс биткоина может составить еще больше – десятки миллионов долларов, полагают эксперты. Минфин США внес в санкционный список российскую криптобиржу Grinex, европейское юрлицо российской биржи Garantex, а также платежные сервисы XVET и InDeFi. В черный список попала и компания OddVector, зарегистрированная в Бишкеке. Ее деятельность американские власти связывают с выпуском стейблкоина A7-A5, который используется для обхода санкций. Минфин США считает, что все эти компании связаны с российским предпринимателем Сергеем Менделеевым. Он тоже включен в список вместе с региональным директором Garantex Павлом Караватским и коммерческим директором этой биржи Александром Миросердо. Госдеп США обвинил фигурантов списка в содействии отмыванию средств, обходу международных санкций с помощью криптовалют и поддержке киберпреступников. Сергей Менделеев сказал Bits Media, что он уже 5 лет не имеет отношения к Garantex. Санкции против InDeFi и XVET он назвал смешными, так как первая компания не работает вот уже 3 года, а вторая не производит никаких операций и не имеет юрлица. По словам Менделеева, санкции никак не повлияют на его деятельность. По данным Farsight Investors, чистый приток капитала в американские спотовые биржевые фонды на эфир поставил новый рекорд, превысив 1 миллиард долларов. Самый крупный однодневный приток средств зафиксировали фонды iShares Ethereum Trust и Fidelity Ethereum Fund компании BlackRock. Разработчики блокчейна Cubic сообщили об успешной атаке 51% на блокчейн Monero и обретении контроля над 51% хешрейта сети. Произошла реорганизация цепочки на глубину 6 подтвержденных блоков, в результате чего сброшены 60 блоков, которые ранее считались действительными. Основатель Cubic Сергей Иванчеглы рассказал об эксперименте еще в конце июня. Тогда Cubic начала майнить криптовалюту XMR с помощью обычных процессоров через собственную сеть. Добытые монеты планировалось использовать для финансирования обратного выкупа и сжигания токенов экосистемы Cubic. Ставьте лайк этому видео. Будем благодарны за любые отзывы как по нашей работе, так и по содержимому новостей. До скорых встреч!